Привет, друзья! Сегодня приготовим потрясающую баранину в духовке и запечем ее в тесте. Надо разделать баранью лопатку. Учусь пользоваться мусатом. Разделываю. У лопатки есть кости, но разделать ее достаточно нетрудно. Вот здесь вот нужно нащупать такую трапециевидную кость, не знаю, как она правильно называется, она идет как треугольником. Ее пальцами можно нащупать. И ножом разрезаем ее вдоль. Вот ее можно видеть. И обратной стороной ножа, чтобы не подрезать мясо, начинаем отсоединять его от кости. Вот она. И теперь нам нужно добраться до соединения. Вот здесь есть сустав. Его нужно подрезать. Вот он, видите? Вот в этом месте ходит. Мы сюда вставляем нож и прорезаем. Сдвигаем мясо на край доски и переламываем. И вырываем кость из мяса. В этой части мяса у нас костей больше нет. И теперь двигаемся по кости. Доходим до локтевого сустава. И здесь также обратной стороной зачищаем кость от мяса. Локтевой сустав уходит немножко в бок, поэтому доходим до него и поворачиваем нож в эту сторону. Таким образом мы доходим до еще одного соединения. И получаем хорошее филе. Кости можно оставить для бульонов или для приготовления плова. Они придают более насыщенный мясной вкус. Вот эту косточку я оставлю для нашего пирога. А эти откладываю в сторону. И теперь баранину нам нужно нарезать крупными кусками. Если попадаются лимфоузлы, их убираем. Вот такими кусочками. Супер! Но так как лопатка не самое сочное мясо, добавим небольшое количество курдюка. Примерно 70-100 грамм. Нарежем его мелкими кусочками. Великолепно! И на это количество мяса нам нужно взять лук 1 к 1, то есть примерно 500 грамм. Нарежем их кубиками. Шикарно получилось. Теперь фарш нужно посолить, поперчить и добавить зиру. Солим и мясо, и лук. Добавляем перец и немного зиры. Отлично. Мясо маринуется. Отставляем его в сторону и переходим к приготовлению теста. Пока наша начинка маринуется, приготовим тесто. Здесь все достаточно просто и напоминает по технологии приготовления самсы. На 500 грамм муки добавляем 5 грамм соли и 250 миллилитров воды. И начинаем замешивать тесто. Таким образом вымешиваем тесто в течение 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Спустя 10-15 минут вымешивания тесто должно получиться вот такое вот мягкое. Абсолютно не липнет к рукам и к столу. Но оно еще недостаточно эластичное, чтобы его раскатывать. Ему нужно отдохнуть хотя бы полчаса в прохладном месте. Поэтому убираю его в пакет и оставляю отдохнуть. За это время растопим сливочное масло. Оно нам понадобится для слоения теста. И туда же я отправляю 1 зубчик чеснока. Для аромата. И когда тесто отдохнуло, можем переходить к его слоению. Смотрите, какое теперь податливое оно стало. Такой пирог делай 10 дней. Пресс вообще хороший будет. Раскатываем в большой пласт толщиной примерно 2-3 мм. Если необходимо, используйте муку для подпыла, чтобы не прилипало к столу. Вот такой шикарный пласт должен получиться. Теперь смазываем его нашим сливочным маслом. Немного не дохожу до краев, чтобы при скручивании масло не вытекало.
Вот так. И начинаем скручивать в плотный, аккуратный рулет. Действуем от края и потихоньку закручиваем тесто. Отлично. И так как у нас пирога будет дно и верхушка, делим наше тесто на две части. Одна чуть побольше для дна и одна чуть поменьше наверх. Примерно вот так. Смотрите, какой слоеный рулет получается. Заворачиваем тесто улиткой и отставляем отдыхать. На это уйдет примерно 40 минут. Обязательно закрываем тесто пленкой, чтобы она не засохла и не заветрилась. Отлично. Тесто отдохнуло, начинка настоялась, и мы можем собирать наш пирог. Запекать его я буду в чугунном казане, можете использовать любую форму для выпечки. Главное, чтобы она имела такую чуть глубокую форму. И первым делом нам нужно раскатать основание нашего пирога. Кусок больше по размеру слегка припудриваем мукой и раскатываем его толщиной примерно 3-4 мм. И укладываем в наш казан. И выкладываем начинку. А для того, чтобы во время выпечки наш пирог приобретал максимально яркий мясной вкус, кладем туда нашу кость. Отставляем в сторону и раскатываем верхнюю крышку из теста. И накрываем наше мясо. И для того, чтобы соки не выходили из нашего пирога, плотно защипываем края. Получается что-то наподобие татарского зурбелиша. И смазываем яйцом для того, чтобы во время выпечки наш пирог приобрел красивый золотистый цвет. Также при желании можно перед выпечкой посыпать пирог кунжутом. Отправляем наш пирог запекаться в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час. Может потребоваться лишних 10-15 минут, если у вас корочка не успеет схватиться до приятного золотистого цвета. Запахи на кухне стоят просто невероятные. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте скорее откроем и посмотрим, что там получилось. Делается это очень просто. Срезаем верхнюю шапку. Нам открывается ароматная баранина. А тесто получается очень слоеным. Есть лучше всего все вместе.